Друзья, всем привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog, а мы находимся в Перу, в городе Куско. И сегодня мы посмотрим самые красивые обзорные площадки в городе. А также заглянем в один очень интересный археологический комплекс. Ну а начнем мы с вами, ребята, выпуск по традиции с обзора нашего отеля. Мы остановились в отеле, который называется Руинос. Здесь останавливается городской транспорт. Забавно. Очень красивый. Такой, знаете, тоже видно, что здание не новое, но отреконструированное. Очень милые балкончики украшают его. Давайте пройдем внутрь. Тем более на улице сейчас прохладно. Еще солнышко не нагрело улицы, поэтому бежим внутрь. Итак, проходим в красивый отель шикарный, который располагается в центре Куско. Как видите, здесь большая территория, здесь ресепшн. Нас заселили очень быстро. Отель украшает различные картины. Но самое красивое, это, наверное, вот здесь вот находится, потому что здесь практически целый музей. И не зря, наверное, отель называется «Руины», потому что здесь очень много различных фигур красивых, керамических чаш. По всей видимости, это все делали на территории Куско, и они являются древними. Да, действительно, словно музей. О, здесь еще целый комплекс практически. Здорово, что можно вот так вот ходить, свободно смотреть, любоваться любым экспонатом свободно, потому что народу в отеле немного. Здесь различные тоже, видите, уникальные экспонаты. Еще отель очень зеленый. Много красивой зелени, за которой видно, что ухаживают. Там тоже мы видим... Ох, ничего себе какая. Подумала, что альпака, но это не альпака, или слишком злая альпака. Это, наверное, пума, да. Пума, потому что город Куско, если посмотреть на карте, выглядит как пума. Поэтому с той и с другой стороны видим пуму. Здесь небольшая история инков, которые раньше проживали в городе Куско. Красивая территория. И рядом есть ресторанчик. Тут еще у нас интересные экспонаты, но уже как полотно. Различные кружева мы видим. В обычное время здесь работает шведский стол. Ну, как вы видите, да? Но так как сейчас очень мало туристов, работает континентальный завтрак. И нам будет делать континентальный завтрак, а не шведский стол. Но мы в целом на это согласны, поэтому нам без разницы. Главное, чтобы было вкусно. Какая бочка, тоже интересная. Цветы. Ну, здесь вот зона ресторана. Ну, скоро мы сюда придем завтракать. Я думаю, нам что-нибудь вкусненькое это приготовят. Здесь еще красивая территория. Я так представляю себе, что здесь собираются гости. Кто-то играет на пианино. Очень уютно, шикарно. Нас заселили на 3-й этаж, потому что там самые красивые комнаты. Нам очень повезло. Сейчас я вам покажу почему. Но перед этим еще поднимемся, посмотрим, что есть на 2-м и на 3-м этаже. Еще картины. Особенно сейчас будет интересно посмотреть вот на этот вид сверху вниз. О, слышу, что еще какие-то гости прибыли. Так, я на 3-м этаже. Посмотрите, как здесь красиво. Вот такой вид, он здесь открывается. Давайте пройдем, посмотрим наш номер 308. У нас здесь целый хором, буквально 2-этажный номер. Большая-большая двухспальная кровать нас встречает. Красивая картина, лампа, 2 тумбочки. Там еще есть небольшой шкаф, обогреватель. Это очень важно, потому что в городе Куско очень холодно. Здесь подставка под вещи. Но мы так и не научились ей пользоваться на самом деле. Здесь телевизор, зеркало, письменный стол. Также отдельно можно заказать себе покушать. Здесь есть меню и общая информация. Номер светлый, красивый. Здесь у нас еще отдельная комната. И главная ее особенность, то что здесь есть камин, который можно разжечь. Есть и необходимые инструменты для этого. Вот так можно расположиться на этой кушетке, читать книжку. Еще одно зеркало. Красивый стол
с интересной фигуркой бычка. Почему-то мы тут часто встречаем бычков. Также у нас здесь есть шкаф, но не буду вам его открывать, потому что все забито нашими рюкзаками. Вид из окна открывается на центр города. Здесь буквально 100 метров и главная площадь. Но это еще не все, ребята, потому что мы с вами еще не прошли на второй этаж. Сейчас мы это сделаем. Теперь давайте пройдем в ванную комнату. Она такая же шикарная, как и наш номер. Огромное зеркало на полстены. Есть фен, полотенчика, также 2 раковины, шампунь, мыло, стаканчики для зубных щеток. Также большие полотенца у нас здесь, туалетная бумага, унитаз и джакузи. Поэтому после тяжелого холодного дня в Куско, после приключений, можно набрать себе полное джакузи воды горячее и наслаждаться, отогреваться. Так, но это еще не все, ребята. Мы же с вами еще не прошли на второй этаж. Давайте это сделаем. Смотрите, какая картина интересная. Идем по лестнице и видим здесь не только большую кровать, но еще и Кирилла. Здесь Карлсон, который живет на крыше практически. Смотрите, вид на крышу, на город. Весьма любопытно. Крыши такие интересные, да? Также здесь есть тумбочка, телевизор, поэтому такой номер семейный больше. Да, мы вообще планировали в обычный номер, но поскольку этот отель сейчас вне сезон, сказали, очень много есть свободных номеров, то добро пожаловать в семейный номер двухэтажный, поэтому великолепие, великолепие. Да, сейчас цены вне сезон гораздо ниже, чем если бы вы поехали сюда в апреле, в мае, поэтому нам повезло. Все верно. Ну все, друзья, обзор сделали, теперь куда отправляемся? На приключения или позавтракаем? Сначала позавтракаем, а потом на приключения. Да. Отправляемся на завтрак. Наливаю себе кофе с молоком, что приятно, молоко здесь подогревает. Не везде такая функция существует. Также можно налить себе чай, сделать тосты. Есть различный сок, йогурт, хлеб, ветчина, сыр и яблоки. Как сказал Кирилл, делаешь очень аппетитный бутерброд. Добавила маслечко, джем, еще нам принесли скрэмбл яйца. Да, поэтому завтракаем и отправляемся смотреть город. Первая на сегодня точка. Это древняя крепость инков, которая находится в городе, недалеко от города Куско. Сейчас пройдем внутрь, посмотрим, сколько стоит вход. Этот город-крепость имеет сложное название, называется Саксай-Уаман. Для простоты запоминания многие туристы называют его Sexy Woman, потому что схоже по звучанию. Сейчас мы стоим в кассу, в очередь, и будем покупать билет, но не просто билет в эту крепость, а общий билет, единый билет, который действует 7 дней. Потом вам расскажем, сколько это стоит и что он в себя включает. Итак, мы приобрели 2 билета стоимостью 130 солей каждый. Кстати, оплата только наличными, здесь нет банкомата, поэтому если вы едете из города Куско, имейте обязательно наличные, потому что мы сейчас столкнулись с такой проблемой, но нам помогли наши соотечественники, которые мы встретили, и мы им перевели по номеру телефона им денежку, и они нам помогли с наличкой. Что в себя включает этот единый билет, расскажи. Включает в себя 16 музеев. Мы, конечно же, не посетим все 16 музеев, но основные мы, конечно же, попробуем посетить. Действуют эти билеты в течение 10 дней, что весьма удобно для туристов. Да. И первая точка, как я уже сказал, это древний город инков, куда мы и направляемся. Уже при входе в комплекс мы сразу видим огромные камни, стены, которые были здесь сооружены в 15 веке инками. Нижние камни, они самые большие здесь и могут достигать веса в 200 тонн. Также можно наблюдать, что при реконструкции уже стали использовать мелкий камень. По всему периметру этой стены есть ограждение, поэтому вплотную подойти нельзя. Можно, конечно, подойти достаточно близко к этим камням. Они, кстати, сделаны из известняка. Можно полюбоваться кладкой. До сих пор загадка, как раньше инки укладывали эти камни, вырезали, потому что они не имели ни колеса, ни каких-то средств подручных, инструментов, ни клеющих, ни режущих.
но камни друг к другу вплотную очень сильно примыкают. Нельзя даже просунуть даже острое лезвие. Сейчас мы можем уже подняться на крепость, на обзорную площадку, как гласила табличка. И вообще надо сказать, что здесь везде установлены таблички, удобная навигация, понятно, куда идти. Вот видите, расположена такими рядами здесь данная крепость. В свое время ее строили около 50 лет, и сюда могли войти только лишь представители народов инки. И по назначению использовалась эта крепость только один раз, когда все-таки пытались напасть на них, но ничего не получилось. Вот на втором ярусе уже можно вплотную подойти к этим камням. Не знаю, почему внизу они ограждены, но здесь уже можно увидеть, что зазоров между камнями совершенно нет. Огромные глыбы. Многие сюда приезжают в составе группы, либо берут гида перед входом на эту достопримечательность. Но мы решили вдвоем прогуляться, хоть мы, конечно, не знаем так много историй и не сможем вам рассказать, но зато полюбуемся видами и сможем задержаться здесь сколько захотим. Кстати, изначально предполагалось, что эта крепость будет как стража для всего города Куско. Непонятно, конечно, от кого они ожидали нападения и вообще почему это находится в горах. Но, как вы знаете, вообще среди племени инков до сих пор очень много загадок, которые до сих пор не может никто разгадать. И еще один интересный факт, то что в 17 веке было здесь сильнейшее землетрясение и был разрушен практически весь город Куско. Но крепость, она устояла и практически ни одного камня не упало. Сейчас мы пришли на обзорную площадку, с которой открывается вид на соседний холм. Мы не знаем его точного предназначения, но в некоторых источниках указывается, что там раньше было кладбище. Сейчас мы видим, как там пасутся милые альпаки. Приятно, что в этом комплексе удобные вымощенные из камня дорожки, везде красивая природа, деревья, которые мы раньше встречали в парке Кахос. Здесь приятно провести время не только для того, чтобы изучить историю, ну а просто провести время на свежем воздухе. С обзорной площадки, на которой мы сейчас находимся, открывается вид на 360 градусов на красивый город Куско. Здания похожи друг на друга, выполненные в едином стиле практически, и которые находятся на холмах. Очень красиво. Правда, это очень людное место, потому что все приходят сюда любоваться городом. Вот сейчас мы, скорее всего, поднялись на самую высокую точку этого комплекса. Надо сказать, что гулять здесь можно и один день, и два, потому что территория очень большая. А указатели, которые вначале я отмечал как очень хорошую логистику, но иногда не совсем понятны. То есть бывает, ты идешь, а потом раз стрелка уже на выход. Поэтому приходится возвращаться обратно. Мы нашли секретный путь, так сказать, перекрытый к обзорной площадке, и оказалось, что это вообще самая красивая площадка, которая есть в комплексе. Открывается вид на весь город Куско, на стадион, деревья вокруг, природа, ну, великолепие. Сейчас мы уже спускаемся вниз. Хотим дойти до интересной обзорной площадки, которая располагается рядом с этим комплексом. Ну а пока еще немного огромных камней. Сейчас мы увидели еще один вход в данный комплекс. Получается, мы зашли с одной стороны, а выходим сейчас с другой. И отправляемся уже на обзорную площадку. Только что с вами мы были вот здесь, гуляли по комплексу. А сейчас уже с другой стороны поднимаемся наверх. Тоже непростой путь, хотя сверху выглядело, как будто данная обзорная площадка находится совсем рядышком.
Ну что ж, мы поднялись наверх, и за моей спиной уже виднеется статуя белого Иисуса. Вот так называют эту обзорную площадку с этой белой статуей. Сейчас пройдем к ней поближе. Мы, как вы поняли, поднимались сейчас снизу из археологического комплекса, а также сюда можно приехать либо на туристическом автобусе, либо с экскурсиями. В общем, есть дорога автомобильная. Ну, куда же без сувениров. Различные теплые вещи, сделанные из альпаки, а также сувениры в виде браслетиков, фенечек, каких-то камушков. Высота этой скульптуры порядка 8 метров. Конечно, это гораздо меньше, чем статуя Христа в Рио-де-Жанейро. По периметру статуи установлены прожектора. Вот здесь вот можно за ними наблюдать. И вечером они очень красиво подсвечивают эту статую. И ее видно из города Куско. Только что приехал автобус с туристами, туристический. Сразу очень много людей на обзорной площадке. Сразу же выходят желающие, предлагают с альпакой сфотографироваться. Много продавцов. В общем, как только приезжает автобус с туристами, сразу местные торговцы набегают. Знают свое дело, правильно, молодцы, предприниматели. Да. Прощаемся мы с этой обзорной площадкой, со статуей Христа. И направляемся на еще одну обзорную площадку. Вот такой у нас сегодня получается трип по обзорным площадкам города Куско. Сейчас вышли на главную дорогу. Справа открывается не менее замечательные виды на город. Ну а сзади уже остается и археологический парк, и статуя Христа белая. Я, конечно, немного расстроен, то, что не удалось полетать на дроне. Там, где археологический был парк, была надпись, что нельзя летать. А возле статуи, когда я попробовал, уже показал, что рядом аэропорт, no fly zone. Поэтому нужна специальная прошивка, возможно. Может быть, стоит заняться этим, не знаю. Напишите в комментариях, у кого есть дрон. Ставили ли вы специальную прошивку, чтобы можно было осуществлять полеты в зоне, скажем так, бесполетной. Вот так. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, стоит ли этим заморачиваться. Сейчас, друзья, присели немножко отдохнуть. И вот прогуливаются здесь и ослики. Такая вот местная культура. Сейчас, кстати, будем спускаться вниз. Сейчас я вам покажу. Вот по этой тропинке. Как будто такие местные фавелы. Вечерком здесь, я думаю, вряд ли порекомендовал гулять, но сейчас можно. Вот еще собачки здесь гуляют. Поэтому очень много живности на дорогах. Несмотря на то, что мы сейчас идем по трущобам, Куско – это абсолютно безопасное место. Это гораздо безопаснее, чем даже столица Перу, Лима, хотя и там было безопасно. Поэтому не переживайте, гуляйте свободно по улочкам. Ну, в любом случае, все равно держите ухо востро. По пути мы встречаем и кошек, и собак. Все вместе. Проходим такие местные домики. Какие-то еще только строятся, какие-то уже построены. Продолжаем спускаться вниз через местные огороды. Смотрите, какие красивые цветочки здесь растут. Вот такие вот колокольчики. Внизу бегают местные детишки. Да, нашли физалис также. Создает контент. Да, местная молодежь здесь развлекается, бегает, играет. Ну, вот такой местный быт, колорит, сушится белье. Но надо сказать, что домики здесь более-менее приличные. А вот сейчас спустились пониже и видим здесь и вовсе чуть ли не стадион, смотрите. Детская площадка еще. Это как стадион. А, и детская площадка. Ну, смотрите, как здесь все цивильно. Что они тоже сбирались к комплексу и к статуе Христа, как-то, знаете, кругом. То есть они сделали 5 километров, а мы нашли вот здесь вот лестницу, по которой спускаемся, и достаточно комфортная дорога. При этом мы сократим примерно 3 километра. Спустившись ниже, видим уже и массажные салоны, красивые такие белые улочки. Сейчас мы остановились возле одного туристического агентства, смотрим цены, узнаем, какие есть туры. Ну, вернее, какие есть туры мы и сами знаем, мы приценяемся именно конкретным туром. Вот сейчас узнаем, спрашиваем. Здесь, кстати, цены достаточно бюджетные.
В отличие от цен в центре Куско, здесь прям можно тур взять за недорого. К примеру, смотрите, лагуна Умантай. Это где мы с вами были вчера. 70 солей. Сейчас мы смотрим Цветную гору. Seven Colors, как здесь написано, тоже 70 солей. Это недорого. То есть цены здесь более бюджетные. Я думаю, здесь не будет включен у вас ланч, возможно. Вот, но сейчас вот Томочка возьмет WhatsApp, и, возможно, именно с этим туром мы поедем на Радужную гору. Эта гора называется еще Rainbow, то есть Радужная гора, да. Мы хотим отправиться на Радужную гору завтра, потому что сегодня вроде бы нет дождя, а когда нет дождя, значит будет лучший вид. А вообще стоимость в интернете я видела и $70, и $80, а вот здесь на улице 70 солей. То есть это вообще гораздо дешевле. Да, как я вам и говорил, цены здесь гораздо ниже, поэтому свяжемся сегодня с этими ребятами по WhatsApp и посмотрим. И вообще в интернете цены дороже, нежели чем вы будете приходить в город, смотреть даже в центре, и то цены будут дешевле, чем в интернете. Странная тенденция. Обычно, наоборот, дешевле, да? Да, через интернет обычно все дешевле, но не в данной ситуации. Вот такая интересная дорога, выложена из булыжников. Интересная кладка. Но идти лучше по тротуару. Сейчас мы поднимаемся к церкви, откуда будет еще один замечательный вид на город. Как мы видим, застали сейчас процесс стрижки газона и газонокосилки здесь. И щетками потом стряхивают траву. В общем, работают здесь, чтобы облагородить территорию церкви. Молодцы! Мы пришли к церкви Святого Крестоболя. Именно так называется эта церковь. Church San Cristobal. Отсюда открывается вид на город, на центральную площадь, но мы сегодня такой вид видели, но сейчас мы спустились немножко пониже. Поэтому здесь видно все крупнее, возможно, даже интереснее. Как вам такой вид? Вот здесь находится главная площадь города Куско, по которой мы с вами не так давно гуляли. Местные женщины плетут различные кружева, делают вот такие украшения и из текстиля. Различные полотна. И шарфики, и пончо. Sí, gracias. И вот видите, даже в наш век делают даже маски. Возле самой церкви красивая площадь. Здесь тоже можно погулять. Есть монумент с крестом. Здесь же на обзорной площадке сидит продавщица местными сувенирами и плетет свои новые изделия. Посмотрите, как красиво она это делает. И очень быстро. Наверное, ежедневно сидит и плетет. Очень красиво получается, с узорами. И вот здесь у нее еще есть пончо, различные сувениры, красивые куколки. Вот здесь у нее еще изделия. Здесь у нее различные шарфики, сумочки красивые. Много всего интересного. Поддерживайте местных продавцов. Они делают все это своими руками. Давайте сейчас узнаем, сколько стоит вход в эту церковь, потому что мы знаем, что сюда можно войти. Сейчас мы уточнили у служащего. Он нам сказал, что вход сюда стоит 5 солей. Но это для студентов. Он нас принял почему-то за студентов. Поэтому всего лишь 5 солей. А обычно билет стоит сюда 10 солей. Поэтому мы сейчас за 5 солей с человека пройдем внутрь, поднимемся наверх на колокольню. Также существует еще общий билет на несколько церквей, как нам рассказывали. Но, наверное, мы уже не пойдем. Наверное, только в эту церковь сейчас поднимемся. Внутри самой церкви никого нет. Очень красивый алтарь. Но здесь мы долго задерживаться не будем, потому что хотим подняться именно на колокольню. И рядом с главным входом в церковь также есть еще вот вход на колокольню, куда мы с вами и направляемся. Подниматься наверх совсем недолго. Буквально 2-3 проема. И мы наверху, возле колокольни, возле колоколов точнее. Бить френды, конечно, нам здесь никто не разрешит. Есть табличка с запретом.
Но полюбоваться с обзорной площадки в очередной раз городом, это мы можем. Посмотрели сегодня красивые места, погуляли по склонам вверх и вниз, а теперь пора подкрепиться. Пока не испортилась погода. Мы пришли в популярный ресторан, который находится в городе Куско, естественно. Это перуанская и фьюжн кухня, называется сам ресторан Инказуэла. По традиции мы хотели заказать себе какие-нибудь коктейли из разряда писко сауэр с маракуйей, но нам порекомендовали взять горячий чай, тоже с добавлением местного напитка писко. Аромат великолепный, как будто вы знаете глинтвейн, но фруктовый. Наш напиток украшен еще ягодами физалис. Здесь их называют golden berry. Это очень вкусно. У меня, кстати, здесь маракуйя и имбирь. Великолепно. Здесь различные красные ягоды, типа клубники, ну еще какие-то. Ну, получается такой ягодный чай, но с добавлением рома писка. Идеально, идеально. Мы пробуем наше первое блюдо. Это закуска. Закуска из креветок, курочки, авокадо и специального соуса. Ну, также здесь есть томаты и банан, платанов, наверное, хрустящий. Немножко зелени сверху, цветочки, кстати, которые тоже можно есть. Вот так вот выглядит, смотрите. Оп. Ничего, что я руками. Ну, давайте пробовать. Великолепно. Здесь картошечка, еще и кукуруза, и этот салат теплый. То есть, я считаю, мы сделали идеальный выбор. Это идеальная закуска. Да, потому что мы немножко устали от всяких севиче. Хотелось чего-то разнообразного. А соус, я не знаю, пока не могу понять из чего, но очень знакомый. Кстати, здесь еще морковка есть. Ну, то есть, сочетание идеальное. И горошек зеленый. Салат на самом деле похож даже немножко на наш оливье, хотя вроде бы все ингредиенты разные. Здесь есть и авокадо, и кукуруза, но это очень вкусно. Мы практически смяли его за несколько минут, особенно Кирилл, его вообще не остановить, он ест, я говорю, остановись, у нас еще другие блюда. Все, давайте остановим видео, я с удовольствием доем этот салат великолепный. Опустошили наши тарелки, и теперь сидим, отдыхаем. Ждем основные блюда. А еще мы, кстати, вам не сказали, что мы сидим с видом на площадь, очень красивая площадь, недалеко от центра города. И вдали, там далеко-далеко, сейчас я подсниму поближе, виднеется белая статуя Христа, возле которой мы с вами сегодня были. Я, кстати, упоминал, что она подсвечивается в вечернее время с прожекторами со всех сторон, поэтому сейчас я вам покажу, как это выглядит. Правда, это очень-очень далеко и очень-очень высоко. На главное блюдо мы заказали себе карри с курицей желтое и гуляш из говядины. Это очень вкусно, словно я ем тайское карри, немножко остренькое. С кокосовым молоком, просто объедение. Кирилл попробует гуляш. Ну, гуляш это мы называем, потому что нам разъяснили, сказали, что это блюдо очень похоже на русский гуляш, потому что владельца данного ресторана, она знает это блюдо, и поэтому мы решили его и заказать. И видите, фишка в том, что они готовят в керамической посуде. Очень нежная говядина. Если честно, я переживал, что говядина будет жестковата, знаете, часто бывает, но это не тот случай. А перчик чили чувствуется вообще? Да. Еще мы заказали же в остром соусе. Можно было взять какой-то типа кисло-сладкий, но мы решили, возьмем в остром соусе, мы любим острое. Но гуляш весьма любопытный, потому что здесь помимо того, что такие вот банановые листы, здесь еще есть авокадо, который мы очень любим, и фасоль интересная, черная такая. Также вот такие вот такая вот зелень. Но в целом картошечка, кстати. А попробуй еще хлебушек. Нам еще поднесли
как будто бы свежеиспеченный хлеб. Но мне кажется, он действительно свежеиспеченный. Ну, хлебушек правда такой. Только его надо аккуратно ломать, потому что, видимо, ну, сейчас посмотрим. Хрустящий. Я бы сказал, даже чрезмерно хрустящий. Мне кажется, специально делают для таких блюд, чтобы можно было макать и наслаждаться. Да. О, вкуснятина. Ну, великолепно. То есть нашли блюда просто идеальные, которые мы и хотели. То есть иногда мы ошибаемся с заказом, бывает. Но сейчас это правда очень-очень вкусно. Картошка с мясом великолепно. Я заказала себе десертик, который называется трес-лечес, но я не ждала, что нам его будут поджигать, как всегда, такое эффектное шоу. из Трес десерта. лечес в переводе с испанского 3 молока. Вообще выглядит, как будто бы это гренка, нежные обжаренные в яичке и мороженое. Угу. Да? Действительно похоже на гренки. Кирилл тоже пробует десертик. Ну, помимо мороженого, которое я хочу отметить, что это мороженое, наверное, матча, да? То есть оно зеленое. Да. Вот. Ну, мороженое понятно. А вот эта греночка, она обжарена в яйце, в яичке. И плюс она с добавлением алкоголя. Поэтому здесь вот это все дело поджигалось, все и горело. Потому что здесь добавлен алкоголь. Скорее всего, писка. Ну да, и еще когда подливали писко, получается, с помощью вот этого обжигания, да, или как правильно называть, подогрева, сама гренка впитала в себя лучше вкус алкоголя. Сегодня был интересный день, вкусный ужин, и надеюсь, он вам так же понравился, как и нам. Все, друзья, подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. И скоро увидимся. Всем пока! Счастливо!